Привет, парни! Ну что ж, в этом очередном никому не нужном видео мы окунемся с вами в начало 2000-х и запустим суперхиты 8К на ультра. Конечно же, специально для выпуска назад в прошлое я выбрал 7 или даже 8-9 различных игр, причем такие, что по-любому все знают, и тестировать эти культовые проекты я стану на своем заряженном ПК и с видеокартой, новой видеокартой 4070 Ti в белом цвете от Polit. Это именно тот случай, когда это самая мощная железка, что есть у меня дома, хотя мне кажется, для 8К, например, в Quake 2 вторая часть хватило бы даже великой 1050 Ti, но некоторые проекты у нас будут хоть и старые, однако с обновленной графикой, шейдерами, в общем ремастеры, и прежде чем мы начнем запускать все это, буквально 2 минуты выделим на видеокарту, поскольку это новинка и обычно Polit не делают белые видеокарты, и потом уже с вами начнем запускать наше старье. Что ж, видяха у нас серии Gaming Pro с приставкой White, то бишь белой, и стоит она на 8 ноября, да, я из будущего, в общем, стоит она 104-105 тысяч рублей. Да, это почти что 2 PlayStation 5 или одна нормальная сборочка по цене одной 4070 Ti. И тут нет, в принципе, вины компании Polit, просто курс доллара вы сами знаете под соточку. Так что будет нормальный курс, то рабочая цена на 4070 Ti должна быть в пределах 55, возможно 60 тысяч. Однако имеем то, что имеем, и в целом, если судить по самой видеокарте, то комплект у нее стандартный. В коробке я нашел тот самый переходничок под новый коннектор от Nvidia и также RGB кабель для управления подсветкой через фирменное приложение от Polit. Вот в принципе и все. По качеству сборки однозначно претензий у меня лично нет. За 100 тысяч, вы сами понимаете, тут буквально все идеально собрано, без малейших люфтов, не скрипит, не свистят дросселя, и вообще все материалы сразу дают понять, что держишь в руках настоящую вещь, а не какую-нибудь там, не знаю, пластиковую фигнюшку. Я думаю, за такие денежки, в принципе, эта карта должна быть, сделана из чистейших пород цветных металлов, но у нас только тыльная часть, именно бэкплейт металлический, а сам кожух, именно конкретно лицевая часть, она пластиковая. Мне кажется, уже никто не делает лицевые части из металла, так что тут удивляться в принципе нечему. Но вот переходничок, конечно, хотелось бы видеть действительно тоже в комплекте именно в белом цвете, потому что я на 99% уверен, те дети депутатов, кто купит 4070 Ti за 100 тысяч, они по-любому точно будут ставить эту видяху в белый корпус с белыми комплектующими, и тут на тебе черный переходничок. Это немножко странно, но слава великому мистеру Си на AliExpress, можно без проблем купить такой переходничок, точнее прям целый белый кабель без переходничка, и тут будет явно лучше того, что идет в комплекте. Хотя, с иной стороны, есть вопросы к качеству таких проводов, и все же, знаете, спалить видяху за 100 тысяч, очень не хотелось бы, поэтому лучше, мне кажется, использовать родные кабеля от блока питания, то есть переходничок, чем неизвестно какие с AliExpress. В общем, мы сильно отошли от темы видео, у нас все же запуск ретро старья 8К, и начнем давайте с вами прям с супер древних проектов, например, Doom 2 часть. Вышел этот великий шедевр еще в далеком 1994, то есть ей уже скоро, внимание, исполняется 30 лет. И, наверное, половина зрителей, я точно уверен, еще не появились на свет 30 лет назад, но я скачал в геймпассе именно не версию 94-го, а обновленную, адаптированную под современные компьютеры и даже под мониторы 16:9, потому что версия, знаете, 94-го, просто бы не запустилась на моем компьютере. В общем, друзья, 250-500 FPS мы получаем в 8К. Процессор трудится на 1%. Это, кстати, очень странная видеокарта. 4070 трудится на 30-40%. Не потому, что Doom слишком тяжелый, а потому, что 8К просто очень большое количество пикселей. А я напомню, что 8К, друзья, это не 2 раза по 4К, а целых 4 раза по 4К. И это 33 миллиона пикселей. Это в 4 раза больше, нежели 4К. Так что Doom 2, хоть и пылинка, застрявшая в 4070 Ti, но вот большое количество пикселей все же съедает эти 30-40% у видеокарты. Вот такие вот дела. Окей, друзья, идем далее. Теперь чуть усложняем задачу. Запустим с вами не менее старый, чем Doom. Это Quake и тоже вторая часть. Однако, еще раз уточню, это не тот самый Quake, что был в 1997, а это обновленный с нормальными тенями в формате 16:9, что вышел буквально этим летом. И поэтому тут уже не будет у нас 400-500 кадров, но стабильные 144 у нас имеются. Причем, я так понимаю, эти 144 это залоченный фрейм в самом движке. Я выключал
при этом синхронизацию кадров, разумеется, но все равно максимально, что получается, это 144 кадра. И опять-таки заметьте ситуацию с процессором и загрузкой видеокарты. Она снова повторяется, и у нас на 40% трудится видяха, и на 1-2% работает процессор от своей, то есть максимальной мощности. По сути, процессор вообще не работает, а просто спит тихонечко. Вот такая вот история. Что ж, мы продолжаем дальше запускать старье, и теперь еще более поднимаем наши требования и запустим еще одну ремастеред древнейшей франшизы. Это The Elder Scrolls Oblivion. Эта часть вышла перед великим продолжением Skyrim, и вышла она в 2006. Буквально через пару лет исполняется Oblivion'у юбилейный 20 лет. Но знаете, хоть и 20 скоро стукнет, но все равно делали ведь раньше люди игры действительно на совесть. И вот спустя почти что 20 лет все еще прилично смотрится движок, и 8К на ультра у нас 180-380 FPS. Причем Oblivion один из первых, кто сумел загрузить видеокарту в 8К на 40-50% и даже местами на 60%. Так что старые хиты плавно выжимают из видяхи почти что половину ее ресурсов. Хотя с иной стороны все это относительно, и чуть позже вы поймете почему. That's not smart. Ладно, движемся далее, и четвертой на очереди я решил протестировать. Верно, вы не ошибаетесь, впервые будем смотреть на Real Time Strategy или просто стратежка RTS. Это великая Age of Empires версия Remastered Definitive Edition, или как-то там, в общем, не помню. В общем, что хочется отметить, это обновленный движок старой империи, смотрится просто замечательно. Именно 8К, там, не знаю, в 4К, и замечательно съедает при этом почти 60-65% ресурса видеокарты. Я не знаю вообще, в курсе ли зрители, кому еще даже нет, допустим, 20 лет, что такое вообще империя, но вышла эта часть еще в далеком 1997. Ей почти что 28 лет. Это просто шедевр, и который стал толчком и вдохновлением для серии, например, Казаки. И вообще в период с 1095, допустим, по 2005 был прям, знаете, золотой век стратежек. Это был очень популярный жанр, как сейчас, например, те же, не знаю, там платформеры или что-то в этом роде. А сегодня это прям, ну, наверное, самый убыточный и заброшенный всеми жанр. Ну, так, в принципе, вышло, поэтому, если вам нравится РТС, то однозначно возьмите Империю именно обновленную. Тем более с обновленным визуалом это смотрится вообще супер. Ну и раз уж мы затронули тему ремастера, то, конечно, обязательно стоит вспомнить и про Need for Speed Hot Pursuit. Он, кстати, у нас не такой уж сильно и старичок, вышло всего лишь 14 лет назад, ну, какие-нибудь там смешные 14 лет, именно в 2010 и в 2020 выпустили ремастерит. Но выпустили странный довольно ремастерит, было очень мало критики, и действительно вот именно в моем тесте Electronic Arts почему-то тупо залочили движок на 60 FPS. Не знаю, конечно, зачем они это сделали, но да, стоит признать, сильно заметно изменилась визуальная часть. Завезли 4К текстуры, и 8К все смотрится довольно отлично именно с тенями, но 60 FPS это явно не предел. Поэтому даже 8К с локом на 60 FPS мой компьютер тупо на расслабоне. В общем, отлично вышел порт у компании в плане современных текстур и теней с эффектами и шейдерами, но вот решение 60 кадров это такое себе, знаете, сомнительное решение. Но вот что меня действительно вдохновило, так это Mirror's Edge Catalyst. Я уверен, почти все знают этот паркурный боевик. Не один диск я продал на базаре, кстати, я продавал диски на рынке, те, кто не в курсе, в далеком 2008. Точнее, это была первая часть в 2008, а в 2016, спустя почти 8 лет, вышла версия Catalyst. Не сильно, я вам скажу, прям большая разница в визуальной части, но это, пожалуй, последняя игра в этом видео, которая сумела выжать из видеокарты 70 и даже 80% ее мощности. Да, конечно, тут тоже есть лог на 144 FPS, даже без синхронизации все равно 144, но это лучше все же, чем 60, так что вполне сойдет. Визуально сразу, я думаю, видно зрителям, что это современный движок, хоть и почти 8 лет назад он вышел, но и так в целом вполне себе симпатичненько. Я думаю, даже сегодня те, кто очень захочет, сможет перепройти с большим удовольствием. Иди домой. В
общем, друзья, что хочу вам сказать в конце. Странно было бы, конечно, закончить это видео, так и не поняв предельных возможностей моего ПК 4070 Ti. Поэтому давайте с вами в завершении я решил таки закинуть прям парочку современных проектов именно на эту видеокарту в 4К на ультра с лучами, трассировкой и так далее. Просто, чтобы зрители, которым нужна именно такая белая 4070 Ti, хотя бы понимали, что может эта видяха в связке с процессором 12700K и 32 оперативы DDR5. Я запускал, в общем, троечку различных проектов. Это Cyberpunk там с DLSS 3.5, Ведьмак обновленный и даже странную последнюю часть Forza Motorsport. И вот везде, буквально на самых ультра запредельных настройках с включенным DLSS в режиме баланс и генерация кадров 4К, везде у нас стабильные ровные 60-70 кадров. Даже в ужасно оптимизированной Forza с эффектами дождя, даже в ней есть 60 кадров на ультра в 4К. Так что видеокарта без проблем вытащит любые проекты при абсолютно высочайших настройках. Но с одной важной особенностью: если включить, обязательно включить генерацию кадров DLSS, на что и рассчитаны видеокарты 40-й серии. Эта опция, как вы знаете, буквально спасает всю линейку от 4050 до 4090. Так что однозначно Frame Generation — это то, что продает эти видеокарты. В остальном я даже не знаю, что еще можно рассказать в этом видео. Мы протестировали старье, всякие там ремастеры, запустили завершили современный проект, и, наверное, стоит все-таки уже сворачивать видео, и увидимся с вами уже, друзья, в следующих видео, посвященных всяких там ноутбуков или, скажем, мини-ПК, или, возможно, даже сборочкам каким-нибудь там бюджетным. В общем, остаемся с вами на связи, я желаю вам не болеть, и увидимся уже очень скоро. Всем удачи, пока-пока.